Добрый день, дорогие друзья и мои новые подписчики! Я рада вас приветствовать на моем канале. Мне очень приятно, что вы смотрите меня, смотрите мои видео, вдохновляете меня своими комментариями на творчество. Сегодня я для вас подготовила такую красивую, легкую шифоновую блузу. Я сделаю обзор этой блузы, расскажу ее особенности, ее нюансы. Здесь вы видите ярко выраженный гороховый принт, черная ткань с белым горохом и белая ткань с черным горохом. Вот такое сочетание. Здесь капюшон такой вот нежный, воздушный. Ну, не факт, что его нужно одевать, но в принципе как деталь очень красивая. И вот такой вот поддержку белого фона. Такой вот еще есть пояс. Оригинальный рукав, который мы с вами рассмотрим поподробнее. Я переоденусь и покажу вам этот рукав. Мы сделаем замеры основные. Ну вот прямой отрезок ткани, на котором вот здесь вот размещается вот такая вот дырочка. Это как вход ручки. И здесь можно также сделать манжет дополнительно. Ну вот такой оригинальный, фантазийный воздушный рукав. Блуза очень стильная для лета, нарядная. Она хорошо сочетается с белым низом, с черным низом однотонным. Такая вот легкая, невесомая, эффектная блуза. Мне захотелось вам ее продемонстрировать. Я думаю, что этот рукавчик, он очень простой, в принципе, в изготовлении, и он придется вам по вкусу. Я люблю различные композиции тканей по цвету, по фактуре. Ну вот, люблю горохи. С горохами, я думаю, у нас будет много видео. Ну вот, к примеру, вот с такой же ткани, с этого крупного горошка. Вот здесь на манекене вы видите болеро. Это я дополнительно сделала такой как антураж. Мы пошили на заказ. Это необходимо было девочке на сарафан. Вот такие рукавчики болеро. Вот здесь вот вы видите сзади спинка и стоечка. Вот вы видите рукав реглан объемный, который заканчивается кулиской с резинкой. Опять же, можно этот рукавчик приподнимать выше, ниже, чтобы получался напуск, чтобы рукавчик был или же длинный, или же 3/4. Вот такой вот бант. То, что как бы опять же в моде сейчас эти банты, в моде горохи. То есть все это, в общем-то, просто, но в то же время как просто постижимо, но очень эффектно, свежо смотрится. Ну, вернемся к моей блузе. Вот сейчас я вам продемонстрирую уже поподробнее наш рукав. Мы замеряем длину, ширину вот этой полосы, диаметр отверстия, и чтобы вы смогли подобный рукавчик сделать для каких-либо своих, или же платья, или блуза, для своих вещей. Ну вот эффектный вот этот вот мой капюшон, накидка. Если сильно как бы летом припекает солнышко, то почему бы не набросить такой вот капюшончик. Вот так вот он украшает, дополняет. Такая вот воздушная, красивая деталь. Ну и мой рукав. В этом рукаве нет швов. Здесь вот полоса, которая входит в пройму. Здесь эта полоса перегибается. Вот тут вы видите, нет шва. Вот она как бы цельная. Только отверстие для входа руки.
Но при этом вот оно очень достаточно интересно и необычно смотрится на руке вот такими воздушным. Кажется, что это рукав с разрезом. Вот он такой легкий, невесомый, красивый. Элегантная блуза. Вот здесь вот эта вся блуза у нас на манжете. По манжету находятся шлевочки для пояса, для нашего банта. Сзади вот здесь у меня застежка на манжете внизу и оставлена такая внизу капелька. Вот эта капелька, она как бы в характере рукавчиков, и тоже вот такая вот деталь. Симпатичная деталь. Ну вот я снимаю капюшончик, и вы видите, как вот он так вот красиво украшает нашу спинку. Ну вот такой вариант моей блузы. Удобная, стильная, комфортная. Я ее люблю. Ее полюбили и мои клиенты. Я думаю, что она и вам придется по душе. Уж очень мне хотелось ею с вами поделиться. Также эта блуза может быть однотонная, а не обязательно в горошек. Она однотонная, тоже очень симпатично, стильно смотрится. Ну что, приступим к нашим размерам. Вот на столе мы видим блузу, наш рукавчик чудесный, его размеры. Я вот его складываю от проймы, и вот он у нас, совмещаю нашу пройму. Ширина нашей полосы в готовом виде 24 сантиметра. Соответственно, на обработку у меня здесь тоненький нежный шов московский с двух сторон. Наша полоса была обработана. Соответственно, нам нужно по сантиметру добавить. Ну, опять же, кто как обрабатывает этот шов, вы уже сами должны смотреть, сколько вам нужно, какие припуски оставлять. Ну, вот в готовом виде у меня ширина этой полосы 24 сантиметра, а длина 63 умножить на 2, метр 26, и плюс припуски 2 сантиметра, метр 20, ну метр 30 вам нужно вырезать эту полосу. Перегибаете ее по центру, делаем круг, диаметр этого круга. Сейчас я вам покажу. В готовом виде 6 сантиметров наш диаметр. Главное, опять же, не сделать сильно большую дырочку, потому что она должна быть аккуратненькой, так, чтобы ручка проходила. Это все вы эмпирическим путем смотрите. Вот у меня как раз получилось минимальным шовчиком этот кружочек обработать. Полоса у нас выкраивается в верхней части как по форме рукавчика. Вот, то есть обычный рукавчик с учетом, чтобы вверху вот был заход одной части на другую. То есть вот здесь вот заход буквально по 4 сантиметра от линии плеча. Вот у нас как бы такой заход, он не дает развалу этого рукава вот в верхней части. То есть вот такой небольшой заходик должен быть. По низу у меня наша полосочка, вот она встречается по боковому шву, без заходика. Важно по рукавчику еще отметить то, что вот ткань эта полоса, она не разрезается, то есть метр 30. Причем ее можно в принципе как по поперечной, так по долевой. То есть это не существенно в шифоне. Поэтому смотрите, как вам будет экономно располагать эту ткань. На нашу блузу вот наверх необходима одна длина. Значит, здесь у нас 60 сантиметров. Блузка до манжета от
плечевого шва. Она прямая, ровная блузочка с нагрудными, только с нагрудными выточками. У нас вот такой манжет. Сзади 3 пуговички аккуратненьких. Ну, можно, в принципе, и не обязательно его расстегивать, застегивать. Но это вот такая деталь, которая фиксирует, застежечка фиксирует вот эту вот капельку, которая выходит вниз на манжет. По спинке у нас есть шов. Вот с этой каплей. У нас здесь V-образный мыс с небольшим закруглением для удобства обработки нашего капюшона, стачивания. И обработано косой беечкой вот это вот место соединения нашего капюшона и блузы. Для капюшона и пояса дополнительно приобреталась ткань длиной 60 сантиметров. Вот нам хватило как раз капюшончик наш 30 сантиметров с припусками. И вот таким поясом, который вот здесь вот он сшивается за пошивочным шовчиком. Такой вот широкий, длинный, объемный пояс, который в готовом виде шириной 15 сантиметров, который завязывается в бант. То есть пояс наш по длине получается 2,20. Манжеты, опять же, вы индивидуально по своим бедрам замеряете, и, соответственно, блуза по своей основе. То есть тут интересная фишка — это рукава, которые мы с вами сейчас проанализировали. Ну и блуза в манжет заходит с небольшой посадочкой. Манжет я проклеила, он должен держать форму, потому что на нем фиксируются шлевки и бант, и в него входит блуза. То есть он должен быть весомым. Вся блуза невесомая, а манжет должен фиксироваться. Так, надеюсь, вам понравился мой обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. До новых встреч на канале Мода с Владанной. Всего вам доброго, дорогие друзья!